Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет огромнейший урок по укреплению натуральных ногтей. Мы разберем все возможные варианты, чем же эти ногти можно укрепить и как это будет выглядеть. Разберем, что лучше, что хуже, как с этим работать. В общем, все, что касается укрепления натуральных ногтей. У нас на коррекции Лана. Лана, как вы помните, сняла ногти, ходит с коротышами, но при этом она остается моей клиенткой, поэтому я продолжаю ее мучить. В прошлый раз мы ей делали укрепление базой от гель-лака и финишем. Она проходила 1,5 недели. Теперь мы это все снимаем, потому что мне нужен новый мастер-класс, и я просто попросила Лану приехать пораньше для того, чтобы поучаствовать в съемках. По итогу база от гель-лака, покрытая финишем от гель-лака, у нас замечательно все это время проносилась. Немножечко отслоилась со свободного края на одном большом пальчике, больше никаких проблем с ней не было. Итак, мы спилили основную толщину материала, сделали ноготочки тоненькими, но весь материал с ногтей мы не спиливали. Пробегаемся праймером и переходим уже непосредственно к тому, чем будем заниматься. Итак, первый наш пальчик будем делать в классической технологии. Будем делать обычной базой от гель-лака. Первый слой я нанесла втирающими движениями и просушила в лампе, потому что вот такой втирающий слой обеспечит лучшее сцепление с ногтя с материалом. Вот попробуйте ввести этот дополнительный слой, и вы увидите, что намного лучше будет держаться материал. Далее ставим капельку, разравниваем ее при помощи кисточки, переворачиваем руку, не переворачиваем руку, тут кому как удобно, но такие материалы лучше делать с переворотом руки. Второй пальчик. Обратите внимание на такой момент. Я нажала на кончик, у меня получилась стрессовая зона натурального ноготочка. Это то место, куда будет приходиться основная нагрузка. Как его найти? Нажимаем на кончик, там, где побелело, там и стресс. И этот стресс будет находиться в одном и том же месте, вне зависимости от длины свободного края ногтя. Поэтому основную массу материала, основное укрепление нам нужно расположить именно в этом месте. Соответственно, безымянный пальчик мы укрепляем обычным моделирующим гелем. Здесь опять же это всего можно сделать без опила. Гель у нас довольно-таки густой, и в этом его минус, потому что он хуже самовыравнивается. Здесь его нужно таки подолбаться, чтобы выровнять. Но тем не менее это тоже возможно, и благодаря тому, что материал жесткий, он будет хорошо держать ноготок. Следующий пальчик, опять же, нанесли слой базового геля, то есть тот же самый базовый гель от базы от гель-лака. Тот же самый везде наносим. И на него уже выкладываем акрилатик. То есть этот пальчик мы будем укреплять акрилатиком. Самое интересное, что в данном случае, когда вы укрепляете акрилатиком, лучше сделать вот такой вот нюанс с тем, чтобы акрилатик был чуточку длиннее натурального ногтя. Тогда у вас 100% никогда в жизни ничего не сколется. Плюс этим моментом вы можете скорректировать форму ноготочка, если у вас где-то что-то пошло не так. Не хватающие уголки, какие-то там перекосы по форме, все это можно вытянуть на данном этапе. Разравниваем все это очень мокрой кистью с обезжиривателем, отправляем в лампу, и в принципе можно не пилить. Итак, это были классические вещи, о которых вы все знаете. А теперь начинаются авторские технологии. Смотрите, у нас получается сильно жидкая база от гель-лака, слишком густой моделирующий гель, который плохо самовыравнивается. Мы их смешиваем между собой, получаем ту консистенцию, которая нам необходима, идеальная консистенция для работы. При этом этот материал жестче, чем просто база от гель-лака, поэтому лучше будет держать натуральный ноготочек, замечательно будет носиться, при этом отлично самовыравнивается, то есть
получаем идеальный материал. Такого идеального материала у производителей во флаконах, к сожалению, я пока не встречала. Сразу же предвещаю вопросы, а как же это будет носиться? Девочки, носится отлично, уже проверено. Но опять же не забываем, что ноготочек сначала покрываем тоненьким слоем базы от гель-лака, который обеспечит сцепление. Именно вот этот вот тоненький слой обеспечивает вам адгезию, а дальше вы уже можете делать что вашей душеньке угодно. Следующий пальчик мы будем делать цветным материалом. В эту же смесь из моделирующего геля и базы мы домешиваем пигментик и получаем потрясающий, красивый, блестящий штук. Не знаю, как этот штук назвать, но вот такие вот штуки продаются в отдельных баночках за большие денежки, да, вы все видели. Зачем их покупать, если можно смешать самостоятельно? Итак, получаем потрясающе красивую базу, на которую потом в дальнейшем можно сделать миллионы различных дизайнов, потому что это уже сам по себе, грубо говоря, аквариум. Далее большой такой блок камуфлирующие базы. Опять же, берем базу от гель-лака, берем камуфлирующий гель, смешиваем тот оттенок, который нам нравится, ту плотность оттенка, которую нам нравится. Опять же, можем сюда подмешать чего-нибудь еще интересного в плане блесточек, пигментов или чего-нибудь красивенького. Промазываем обязательно ноготочек базовым гелем, просушиваем его хорошенечко и потом на него наносим, смотрите, какой потрясающий цвет базы у меня получился. Причем, обратите внимание, я сделала ровно такую смесь, которая замечательно в полупрозрачный ложится у кутикулы и при этом полностью перекрывает свободный край ноготочка. И при этом мою базу я могу регулировать в любую сторону, в которую мне нравится. Захочу, добавлю сюда еще капельку цветного гель-лака, если мне вдруг не понравится цвет. Далее смешиваем всеми любимую молочную базу. Но вот здесь я сделала ошибку. На самом деле нужно было смешивать не с гелевой краской. Во-первых, гелевая краска дала очень много пузырей. Она плохо смешалась с гелем, непосредственно с базой от гель-лака. Очень сложно эти пузыри выходили, и плюс после просыхания в толстый слой она немножечко закипела. Поэтому, внимание, убираем гель-краску. Гель-краска в данном случае не подходит. Берем белый гель-лак, смешиваем базу от гель-лака с белым гель-лаком, получаем тот оттенок белой базы, которая вам нужна. Хотите побелее, хотите посветлее, но единственный еще момент, если вы добавите слишком много белого, возможен вариант, что она будет плохо сохнуть. Поэтому вот этот вариант замеса на просыхании лучше протестировать все-таки на типсинге отдельно, до того, как вы будете делать на руки. Если ваша смесь плохо сохнет, просто добавьте больше прозрачного материала. Ну и как вы понимаете, можно сделать любую цветную базу для гель-лака. Не только белую, а вообще в принципе любую цветную. Далее еще один продукт, который сейчас на пике популярности, практически ворвался в тренды. Это вот такая вот блестючая штучка.
да, то есть блестки в гель-лаке, которые лежат не одним пластом просто втертые, а по методу аквариума, когда их много разложено на разных слоях. Что мы делаем? Берем базу от гель-лака, смешиваем ее с любыми блестками, которые нам хочется, которые нам нравятся, и выкладываем в тот объем, который необходим. На самом деле вживую смотрится потрясающе. Здесь, конечно, немножечко нужно будет повозиться, потому что блесточки кисточкой нужно разложить, растолкать. Это довольно-таки проблематично, они не выравниваются. Если вам необходимо это дело заровнять, то сверху вы это заравниваете финишем. На данном этапе ваша конструкция не выровняется в идеальный блик. Но, в принципе, это и не нужно в данном случае, потому что никаких бликов на блестках не видно. Они сами себе бликуют таким образом, что и блики делать никакие не надо. В данном случае я поняла, что идей на 10 пальцев у меня не хватает, у меня есть идеи только на 9 пальцев, поэтому второй палец делаем такими же блестками с расчетом на том, что на этой руке, на этих пальчиках мы будем делать дизайн. Ну а дизайн на этой ручке вы, конечно же, увидите у меня на канале чуточку попозже. Поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о выходе новых роликов. Потому что очень часто пропускают новые ролики, потому что просто не включили оповещения. Ну и, конечно же, я думаю, что моя такая большая экскурсия в мир базы от гель-лака заслуживает таки от вас лайка и комментария. Напишите мне в комментариях, какой вариант этих замесов понравился вам больше всего. Ну и последний вариант тоже сейчас будет находиться на пике популярности в связи с тем, что сейчас очень моден минимализм. Мы берем и подмешиваем хлопья юки в нашу камуфлирующую базу, которую мы смешали перед этим. Девочки, получился потрясающий материал, очень красиво смотрится на руках клиента. Вот этот материал лично для себя я возьму на вооружение и буду использовать, потому что реально на него рисовать будет просто восхитительно, да и сам по себе этот вариант будет смотреться очень стильно. Получается такой себе опаловый эффект, да, то есть у нас блестки, которые не сильно блестят, не сильно бросаются в глаза, но при этом замечательно смотрятся в толщине материала. Вы же понимаете, в чем самая основная прелесть всего происходящего? В том, что блестки не лежат ровным покрытием, зеркалом, как мы привыкли, да, а блестят под разными углами. Каждая блестка находится под своим углом и блестит в каком-то положении, поэтому переливы получаются просто сногсшибательные. Итак, вот такие вот варианты мы с вами разобрали. Я, конечно же, немножечко попилила акрилатик для того, чтобы проконтролировать форму, как он у меня лег. Все остальные пальчики вы тоже можете здесь рассмотреть. Как по мне, получилось идеально. Вот такие вот замесы будут просто палочкой-выручалочкой в вашей работе. Потому что, ну согласитесь, всего не накупишься. А вот такие вот штучки, которые смешиваются за 2 секунды, всегда придут вам на помощь. И вот знаете, сегодня я уверена, что вам понравилось, потому что информации была просто куча. Поэтому жду от вас лайк, подписывайтесь на канал, встретимся в новых уроках, до новых встреч, пока!